Я сразу предупрежу, что разборка этого ноутбука очень долгая и состоит из большого количества шагов. Чтобы добраться до системы охлаждения, снятия пары крышек будет недостаточно, а видео с процессом обратной сборки я не снимал, так что перед тем, как следовать этому видео, внимательно с ним ознакомьтесь и оцените свои силы. Отщелкиваем и снимаем батарею. Берем отвертку Phillips единичку, она же PH1, она же обычная некрупная крестовина. Откручиваем и снимаем нижние крышки. Открутив нижнюю самую маленькую крышку, аккуратно отсоединяем коннектор адаптера Bluetooth и снимаем его вместе с крышкой. Далее откручиваем болты, фиксирующие коннектор жесткого диска. Сам коннектор поддеваем снизу, отсоединяем и затем снимаем жесткий диск. Отсоединяем плату оперативной памяти. Отсоединяем антенны беспроводных сетей. Скручиваем по два болта, фиксирующие каждый из адаптеров, и отсоединяем их. Отсоединяем коннектор, который в этом моменте я упустил, поэтому отсоединил его позже. Далее берем отвертку или биток Torx T8, он же звездочка с диаметром чуть более 2 мм. И с ее помощью скручиваем все болты с нижней части корпуса. Ниже в описании видео и верхнем комментарии я оставлю ссылки на инструменты, подходящие как для разборки ноутбука в целом, так и для этого ноутбука в частности. Извлекаем привод и откручиваем болтик, спрятанный под ним. Откручиваем болты с заднего торца ноутбука. Далее, открыв ноутбук приблизительно на 180 градусов, поддеваем и приподнимаем крышку кнопки питания и петель матрицы. Теперь поддеваем и приподнимаем клавиатуру. Отщелкиваем и отсоединяем шлейф клавиатуры. Извлекаем шлейф джойстика клавиатуры. Переворачиваем крышку кнопки питания и отсоединяем шлейф индикаторной панели этой крышки от материнской платы. Откручиваем два болта под клавиатурой. Откручиваем болты петель матрицы. Достаем антенны беспроводной сети из пазов. Отсоединяем шлейф матрицы. Отсоединяем коннектор микрофона. Приподнимаем и аккуратно снимаем корпус матрицы.
Откручиваем оставшиеся 3 болта. Приподнимаем верхнюю часть корпуса ноутбука и поворачиваем ее вокруг оси переднего торца. Отсоединяем шлейф тачпада от материнской платы. Отсоединяем пару коннекторов, расположенных в нижней части кадра, то есть с передней части ноутбука. И наконец снимаем материнскую плату с нижней части корпуса. С процессора снимаем старую термопасту. На северном мосте тут не термопаста, а термопрокладка, она же часто именуемая жвачка. Ее замена иногда желательна, но зачастую не обязательна. Теперь откручиваем систему охлаждения с нижней части корпуса. Раскручиваем корпус кулера. Удаляем скопившуюся пыль с решетки радиатора и при необходимости лопасти вентилятора. Далее наносим тонкий слой термопасты на процессор и можно приступать к обратной сборке. Ниже в описании видео и верхнем комментарии я оставлю ссылки на инструменты, подходящие как для разборки ноутбука в целом, так и для этого ноутбука в частности.